Цены на нефть близятся к нерентабельности. Акция «Где Седа?» Творческий раздел в нашем YouTube-канале. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 12 апреля, 14:30. По сравнению со 2 апреля цена нефти марки Brent снизилась на 14% и сохраняется на уровне $63-65 за баррель. По сравнению с апрелем прошлого года она подешевела на 28%. Цена на российскую нефть марки Urals, по данным на февраль, примерно на 12% ниже цены на Brent, около $55-57 за баррель. 7 апреля экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в эфире The Breakfast Show рассказал, что несколько месяцев цены на российскую нефть ниже $50 за баррель приведут к тому, что у Кремля кончатся ресурсы из-за того, что большинство скважин окажутся нерентабельными. 25 апреля, в день бескровной революции в Португалии, мы проводим онлайн-конференцию «России необходимо 25 апреля». Около 30 интересных спикеров уже подтвердили участие. Помимо спикеров будут круглые столы, на которых будем генерировать идеи по основным направлениям, необходимым для изменений в России: философия и ценности, самоорганизация, смена власти и союзники. Вячеслав Ширяев уже поделился интересными идеями. Присылайте свои на info@adrl.pt. Самые интересные мы озвучим на конференции. 10 апреля издание «Радио Свобода» сообщило, что 2 бывших ученика лицея номер 82 получили по 2,5 года колонии за так называемые фейки об армии. В октябре 2023 года директор лицея написал на них заявление в полицию за ролик в Ютубе, в котором они рассказали о российских ударах по украинским школам и о том, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС. В сентябре прошлого года мы рассказывали о чеченской девушке Седе Сулеймановой, в 25 лет сбежавшей от своих родственников из Грозного в Санкт-Петербург. После этого родственники ее похитили при помощи силовиков. 4 сентября 2023 года ее последний раз показывали живой. По информации правозащитников СК СОС, Седа, вероятно, стала жертвой так называемого убийства чести. Подруга девушки Лена Потяева пытается привлечь внимание к этой проблеме и найти Седу. Они с другими активистами запустили сбор подписей, в том числе с требованием ввести в законодательство РФ отдельное определение убийства по мотивам чести. Мы считаем Путина не президентом, а узурпатором и военным преступником. Но поддержать самоорганизацию внутри России и привлечь внимание к убийствам чести кажется важным. И хорошие новости. Мы запустили творческий раздел на нашем YouTube-канале и добавили видео со стихотворением «Завещание Завет», озвученным автором Русей Рассвет. К сожалению, из-за кадров результатов действия российской армии в Украине, YouTube установил этому видео возрастное ограничение и не захотел распространять. Помогите ему расти. Посмотрите, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. Сборник антивоенных стихов «Руси Рассвет» вы можете получить в обмен на пожертвования на портативные электростанции для больниц и школ Украины, на благотворительные онлайн-выставки искусств «Нет войне». Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.